Так. О, отлично. Видно, слышно. Сейчас немножко камеру сделаю вот так. Ну что, всех приветствую. Как и говорил, сегодня у нас эфир про сварку и не только. Сегодня у нас четверг, 10 августа, 19:00 по Москве. Так, какие-то письма приходят, надо удалить. Все. Жду, когда кто-нибудь подключится. И начнем диалог. Сегодня будем говорить про сварку, да вообще про все, что угодно. Напоминаю, меня зовут Сергей Витищенко. Ну, раз вы на моем канале, я думаю, вы меня знаете, кто я такой, чем я занимаюсь и так далее. Я сейчас нахожусь в Мексике. И какой-то у меня был посыл, какой-то импульс войти в прямой эфир, узнать, что это такое, и вообще пообщаться с вами, ответить на любые вопросы. Я себе кофе сделал. Вот сейчас кофе буду пить. Ох ты, уже 2 зрителя в прямом эфире. Отлично. Пишите вопросы, я буду на них отвечать. Вопросы можно любые, про сварку, не про сварку, да все, что хотите вообще. Буду, как сказать, делиться своими знаниями, опытом, видением, да всем чем угодно. Что еще хочу сказать? Тут очень-очень жарко, плюс 34 градуса в Плая-дель-Кармен. Жара просто, мне кажется, у меня все лицо уже мокрое. Время только по местному времени всего лишь 11 часов, разница с Москвой у нас 8 часов. А тут уже плюс 34 градуса. Воду я тут пью, я не знаю, литрами, 5-литрушками в день. Кстати, какие новости про сварку? Я смотрю, начали уже потихонечку сварочные компании, сварочные фирмы публиковать новости, то, что все готовятся к Велдексу, уже забронировали стенды, уже начинают приглашать всех людей, всех подписчиков, я не знаю, так кого угодно, всех клиентов на выставку Велдекс. Но почему-то я не вижу ни одной рекламы про Русвелт. Обычно Велдекс и Русвелт там проходят с разницей в 2 недели. Ну и в последнее время, как я понял, на Русвелт гораздо больше как-то, не знаю, народу приходило, как-то у них гораздо лучше была реклама. То сейчас что-то они молчат, хотя сейчас август, сентябрь, октябрь, тут осталось-то всего там 1,5-2 месяца. Скоро уже будет Русвелт. Ну и скоро будет вообще Велдекс вообще сам по себе. Так, чат у нас работает. В чате можно все что угодно писать. Добрый вечер. Так, ну по Москве вечер, а вот там, где я сейчас живу, сейчас только день, только 11 часов. GMKL Лек. Вечер добрый, да. Задавайте вопросы, пишите, что еще могу рассказать. Какие еще последние новости я слышал по сварке? Да что, курс рубля оставляет желать лучшего. У рубля есть не курс, а только путь. И цены, естественно, на сварочные материалы, на сварочное оборудование, да вообще на все начинают расти и дорожает. Если месяц назад, там, не знаю, сварочная проволока стоила столько-то, столько-то, если месяц назад аппараты сварочные стоили столько-то, столько-то, то сейчас уже плюс 10%, у некоторых плюс 15% идут повышения, и никто не знает, когда остановится это повышение, то есть ничего хорошего в этом вообще нету. Я вспоминаю те времена, когда курс доллара был 65 рублей, ну это уже более-менее такая реальность. Конечно, он был и раньше и ниже гораздо, ну блин, цены на сварочное оборудование при курсе доллара 65 рублей и при курсе 100 рублей, естественно, отличаются. И эту разницу платит не сварочная фирма, не завод-изготовитель, потому что завод-изготовитель как было оборудовано, так оно и осталось оборудовано по такой же цене. А потребитель обыкновенно это заводы, это производство, это частные лица, это вот мы с вами платим за эту вот разницу, то, что курс рубля у нас вот так вот скачет. Ну ладно, наверное, какие-нибудь хорошие нужно новости рассказать про сварку. А что у нас из хороших новостей? Про бренды европейские, американские. Уже больше года прошло, кто-то ушел, кто-то не ушел, кто-то вернулся, развернулся. Такая ерунда вообще. Казалось бы, там, сварочные маски лучше как разобраться в этом вопросе? О, хороший вопрос. Тогда сейчас про бренды расскажу чуть попозже, а сейчас я расскажу про сварочные маски. Для начала нужно определиться, для чего нужна сварочная маска, для какого вида сварки и какая производительность работ. Что я имею в виду? Если для дома, для дачи, для ручной дуговой сварки
и вам нужна буквально сварочная маска, чтобы там, не знаю, 5 сантиметров сварочного шва сделать раз в год, можно смело идти в Leroy Merlin, покупать маску за 500 рублей, но не больше, опять же, я имею в виду не больше по продолжительности, чтобы в ней работать. И 5 сантиметров сварочного шва, и глаза вы еще не успеете испортить этой сварочной маской, можно ее купить и закрыть эту задачу. Если же у вас производство, если же у вас мастерская, у вас стоит полуавтомат, у вас есть аргон-дуговая сварка, и продолжительность работ, и даже не продолжительность, а, ну да, ну, грубо говоря, если вы работаете в одну смену, в 2 смены, если это ваш бизнес и так далее, вы хотите сохранить глаза здоровыми, то тут нужно покупать хорошую сварочную маску. Вопрос теперь такой, как определить хорошая маска сварочная, нехорошая маска сварочная для постоянной работы по электросварке и по автоматической. Понял, вопрос понял. Дело в том, что если мы говорим про ручную дуговую сварку и про полуавтоматическую сварку, то там 80% масок, которые есть на рынке, они спокойно подходят, и можно в них работать. Сейчас скажу про бренды, про как выбрать сварочную маску. Просто для аргонно-дуговой сварки нужна все-таки маска гораздо более лучшего качества, потому что при аргонно-дуговой сварке у нас минимальный ток может быть там и 5, и 10 ампер, у нас и может быть и импульсный режим там и так далее. В общем, маска не всегда срабатывает. Если мы говорим про полуавтоматическую сварку, если мы говорим про ручную дуговую сварку, если мы совсем ширпотреб выкидываем и на него не обращаем внимания, маски за 3000 рублей, там, не знаю, за 4000 рублей, либо в Leroy Merlin там за 800, за 500 рублей, про эти маски лучше вообще не вспоминать и так далее, то нужна маска. Какие бренды есть? Естественно, есть китайские бренды, есть американские, есть европейские бренды. Тут, опять же, за 3000 рублей там, или за 700 рублей не стоит ожидать какого-то эффекта вау от этой сварочной маски. Вот я бы для себя бы купил. Как можете рекомендовать насчет фирмы Фубак? Фубак, да, хорошие маски. У Фубак на самом деле, видите, у них Тут дело, опять же, мы сейчас будем говорить не про маски. Ну да, как для простого рядового сварщика это маска. Но вся фишка в маске, 95% технологии и стоимости маски в светофильтре. И вот у Фубака есть 3 завода, даже, наверное, больше. У них есть Отос, сварочные маски, классные светофильтры, Отос — это Южная Корея. Есть Текман, сейчас не знаю, уже есть или нет, в одной сварочной маске у них был. Есть и другие заводы по производству светофильтров. Фубак – это такой среднячок. Ну, то есть там ничего такого супер-пупер в этом нету. Ну, и с другой стороны, это не самый дешевый там какой-то сегмент, где вы можете испортить глаза. Фубак, Текман, Старт. Вот Старт только более дорогие модели. Вот хороший, адекватный, нормальный выбор сварочной маски для полуавтомата, для ручной дуговой сварки. Естественно, если деньги есть, то можно Uptrail купить, Otos, там, 3M, ESAP, Sentinel там, и так далее. Ну, вы сами прекрасно понимаете, тут маска за 20 тысяч рублей, потому что многие думают, а в чем же разница, маска за 2000 рублей, за 3000 рублей и за 20 тысяч рублей? Вроде технические характеристики одни и те же, вроде оптический класс, там 4 единички, скорость срабатывания большая, там, не знаю, защита от ультрафиолета 16 дин и так далее, плавная регулировка. В чем же разница? Разница в качестве, разница в бренде. И, опять же, тут по своему опыту скажу, да, вы можете, вот для полуавтомата, я бы вообще рекомендовал для полуавтомата Текман 730, там и выше модели 815, 820 и выше, с оптическим классом там 4 единички. Но когда вы год поработаете на полуавтомате на Текмане 730, это я, к примеру, сейчас говорю, либо на Фубаге на какой-то модели, там хотя бы за 1010, за 1008 рублей, и потом, когда вы переходите, надеваете на себя маску Uptrail, 3M, там, не знаю, еще каких-то именитых брендов, Otos тот же, какую-нибудь дорогую модель, и вы сразу же понимаете разницу. А вот у нас в чем же разница? Вроде бы цифры все, технические характеристики идентичны, даже там у китайских производителей, как мы знаем, они там вообще оптический класс 10 единичек, скорость срабатывания больше, чем скорость света там и так далее. Но разницу вы это поймете на своих глазах. Вообще выбор сварочной маски на самом деле очень серьезная штука. Я когда работал сварщиком на трубе на севере, по вахтам ездил, там все севера объездил. Вот я работал в плохих сварочных масках, хамелеонах, дешевых.
там, я не знаю, в то время, по-моему, 300 рублей они стоили, 500 рублей. Короче, к чему это клоню? Я себе глаза все испортил. Я до сих пор езжу, как сказать, вождение у меня на автомобиле это в очках, хожу я иногда в очках, ну, то есть вот именно глаза я себе испортил благодаря дешевым, плохим сварочным маскам. И теперь к этому я отношусь гораздо посерьезнее. Я понимаю то, что там, не знаю, когда ты сварщик, тебе 20 лет, ты поехал на вахту, тебе пофигу, тебе дали маску, ты даже не разбираешься, не понимаешь. Вроде что-то видно, вроде что-то сваривают, вроде нормально, окей, но потом проходит время, и ты понимаешь, что зрение твое садится, 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 и уже не окей. И тогда ты уже совершенно по-другому относишься к СИЗам, к средствам индивидуальной защиты. Для себя, тем более, если ты работаешь на себя, то, конечно же, лучше купить хорошую, нормальную, качественную сварочную маску, которая будет защищать тебя от ультрафиолета, от инфракрасного излучения, в которой будет удобно сидеть на голове, которая будет не тяжелая, у которой стеклышки будут продаваться во всех магазинах, где можно их купить, там, я не знаю, чтобы не было с этим проблем с расходкой, где будет адекватный ценник. Ну, то есть, либо там пришел на производство, на завод, устроился, там, сварщиком, и тебе выдали маску, на, держи, работай. Это уже другая немножко история. Иногда на производствах выдают там дешевый ширпотреб, как я уже говорю, там за 500 рублей сварочную маску, либо вообще не хамелеон дают, обыкновенное стеклышко. Ну, кстати, хамелеон на самом деле гораздо лучше даже, чем обыкновенная маска, чем обыкновенное стеклышко. А некоторые производства, и причем у нас в России их очень много, где выдают хорошие, качественные СИЗы, где сидят нормальные инженеры по, как сказать, по охране труда, где контролируют качество, где выбирают бренды, где происходят испытания различных сварочных масок. То есть вам там ширпотреб за 300 рублей не дадут. Вам дадут хорошую, нормальную, классную, крутую, там, не знаю, европейскую, американскую, либо китайскую высокого качества сварочную маску. Я взял для себя дорогую маску Фубок с оптическим классом 4 единички и что-то не могу понять настройки. Так, ну первое что, нужно бы посмотреть, какая это именно модель, потому что у Фубока модели, мне кажется, масок ну штук 30, если не больше, там, я уже сейчас не помню, у них очень-очень много моделей. Что-то там не могу понять с настройками. Ну, тут нужно разбираться с настройками, как сказать, я не экстрасенс, я не могу там заглянуть и увидеть ту сварочную маску и настроить ее дистанционно и так далее. Нужно открыть ее, посмотреть, настроить в процессе работы, сделать так, чтобы в ней было комфортно работать, удобно. Ну и опять же, там скорость срабатывания, sensivity, степень затемнения настроить, там, это все индивидуально, тут только в работе. А то, что у Фубока 4 единички, класс, оптическая маска, да это хорошая маска. Потому что дешевые модели у них 3 единички, двойка, а тут если 4 единички, то я уверен, что это хорошая сварочная маска. Ее можно настроить для комфортной работы. Еще, наверное, сразу же скажу такой лайфхак. Дело в том, что когда вы покупаете сварочную маску, не поленитесь, пойдите в магазин и сразу же купите хорошую батарейку. Либо 2 батарейки, там стандартные батарейки CR2440, я уже не помню сейчас полностью название. В общем, те батарейки, которые идут в комплекте к сварочной маске, зачастую, как практика показывает, они уже полусевшие на издыхании, потому что завод по производству там сварочных масок, сварочных светофильтров, естественно, они не производят батарейки, они их просто так же покупают на стороне где-то на другом заводе. И пока в России они приедут, пока они хранятся в Китае, потом приедут в Россию, потом они лежат в магазине там и так далее. И спасибо вам, я из Казахстана. О, привет, Казахстан. Казахстану привет. Ну и вот, к чему это все клоню, то что сходите в магазин, купите дорогую, хорошую батарейку, либо одну, либо две, сколько в сварочных масках, там, Duracell, либо еще что-нибудь мощные, там, проверенные, фирменные, только не покупайте там, не знаю, отечественные батарейки Космос за 50 рублей, которые иногда пихают в сварочную маску, и она там еще хуже начинает работать. Маску брал 7500 ТГ. К сожалению, 75 тысяч ТГ. К сожалению, сейчас не могу перевести там на рубли, переконвертацию, не помню курс тенге. Если 4 единички, это хорошая маска Фубок. Как я уже и говорил, Фубок – это фирменный Китай, никакой там Германии подобно нету. Это фирма-импортер, находится она в России, в Москве. Прошлое ее название, непостоянное название, как там, ВПК, ВТП, там, ладно, внештехконтракт там, и так далее. Они там каждый год меняют свое название.
Они заказывают в больших количествах, у них есть сервисные центры по всей стране, масок очень много, они их даже сертифицируют, эти сварочные маски. Заказывают на китайских заводах разного качества, опять же, дешевые маски на там, более низкого сегмента заводов в Китае, дорогие маски на более лучших заводах в Китае, потому что в Китае там около 1000 заводов, и, естественно, под ваш бюджет там можно заказать и хороший товар, можно заказать и ширпотреб, и все что угодно. Фубок – это такое среднее значение цена-качество, среднячок, хороший среднячок, вот так вот. Так, какие еще будут вопросы? Про что еще рассказать? Так, освещение как-то меня отсвечивает, мне кажется. Ну ладно, у меня какая-то серая футболка такая. Ну тут жара. Для меня это первый опыт выходить в прямой эфир, тем более на сварочном канале. Вообще у меня точнее не три сварочных канала, у меня 3 YouTube канала по медитациям, по сексологии, психологии и по сварке. И вот на этом канале я выхожу в первый раз в прямой эфир и хочу выходить каждый четверг, то есть раз в неделю стабильно хочу выходить каждый четверг и поскольку там в 7 часов получается, да, по московскому времени, и просто делиться знанием, опытом, рассказывать все, что я знаю, где я работал там и так далее. Ну, аппарат работает отлично, им работаю уже год. Наверное, вы тоже имеете в виду про аппарат Фубок. Фубок, опять же, это более-менее, это среднячок. Это рабочие лошадки, это нормальное оборудование. Да, там, возможно, нет супер-пупер там функций каких-то, но Фубоки отлично работают, изготавливают их на хороших заводах в Китае, опять же. Эти заводы я знаю. Вот как-то так. Я уже наконец-то больше со сваркой, ни в каких сварочных фирмах я больше не работаю. За 13 лет моей работы мне это уже все надоело. Все эти продажи, развитие брендов, сварочного оборудования, сварочных материалов, сварочных масок, сварочной химии, тренажеров, всего-всего-всего. Мне это уже вот так вот. Мне уже сварка просто сама по себе работа, как сказать, в сварочной отрасли на кого-то, она мне уже просто не приносит удовольствия. Сварка – это мое как хобби, как интерес, потому что, ну, я 13 лет своей жизни, начиная от простого сварщика, заканчивая простой сварщик, инженер по сварке, потом все в продажах, потом различные там руководящие должности, потом развитие различных брендов в России, в СНГ. В общем, мне это уже теперь не совсем интересно, это просто осталось как мое хобби. Осталось громадный пласт знаний, который, ну, готов иметь делиться просто так. Курс сейчас 1-47 ваши рубли. Имею здесь вес. Так, 1 дефис, курс сейчас 1 к 4,7. Понял. То есть нам нужно 75 тысяч тенге разделить на 4,7. Давайте посмотрим, что у нас получится. 75, раз, два, три, разделить на 4,7. Ну, на рублях это, там, если округлить, 16 тысяч рублей. Хорошая маска, 16 тысяч рублей. Это не ширпотреб. Тем более, как я уже говорил, Фубок и 4 единички. Значит, делать что-то в настройках, нужно что-то подсказать и поменяйте обязательно батарейку. Ту батарейку, которая идет в комплекте, выкиньте ее и лучше нормальную батарейку купите, вставьте. Так, у нас 2 человека смотрят трансляцию. Кстати, чат я сохраню в записи, трансляция, естественно, сохранится. Любой желающий может ее посмотреть, и, как я уже говорил, каждую неделю буду выходить и, как сказать, в прямой эфир, в прямую трансляцию, и будем говорить про сварку и не только. Это все будет. Так, у нас на юге Казахстана город Шымкент, 55 жара. Офигеть. 55 жара я себе не представляю. Я в Казахстане был в городе Петропавловске, проездом там по делам ездил, но там было не так жарко. Но сейчас вот на улице Плайя-дель-Кармен, Мексика, вот у нас сейчас 34 градуса. Для меня это, ну, прям офигеть. И я весь сижу, весь мокрый. Кондер работает постоянно, потому что без этого тут никак. Такая погода
Я понял одно, то, что когда очень жаркая погода, как-то мозги вот лично у меня соображают, ну, как сказать, гораздо-гораздо хуже, гораздо-гораздо медленнее. Для меня комфортная погода, это, не знаю, там 20 градусов, а может там 15 градусов, в плюсе я имею в виду, и тогда как-то и мозги соображают, и как-то более собранный, более какой-то целеустремленный. Но когда дикая жара такая, особенно если он плюс 55 жара, то это просто охренеть можно. Там, мне кажется, головной мозг и физическое тело ни о чем больше не думают, как попить воды, как где-то укрыться в теньке, как спрятаться от такой жары. О, психолог Металли, приветствую. Мы тут пока говорим про сварку, про сварочные маски, про фубок и про жару. То, что ЖМК Лек написал в Казахстане город Шымкент, 55 жара, а у меня 34. Нас уже смотрит 3 человека, отлично. Напоминаю то, что запись останется. И чат тоже останется, чат можно будет смотреть. Что еще про сварку хотел сказать? Тут я проходил мимо какого-то магазина по сварочному оборудованию в Мексике и увидел там куча есаба. Наверное, на следующей неделе хочу пойти взять с собой телефон, взять камеру и пойти, ну как сказать, точнее взять телефон и снять на телефон какой-то видеоролик там про цены на ESAB, там еще ESAB был, что там еще было, там еще пару брендов, там Lincoln Electric был. Тут сварочные магазины местные в Мексике. И сделать, как сказать, расчет, там, перевести мексиканские песо в рубли, показать цены, показать тот ассортимент, что там есть. В общем, я думаю, это будет просто интересно. Да, для меня самого это интересно, надо найти время. ЖМК, Олег, спасибо за совет, пожалуйста. И думаю, через недельку не запущу, а выложу это видео на своем YouTube-канале, где будут цены на ESAB и на сварочное оборудование, которое продается в Мексике, там сравнение, какие модели, там, кстати, есть такие модели, которых в России нет, и в Америке тоже нет таких моделей. Вот мне интересно их посмотреть, пощупать, потрогать. Там также сварочные маски были, там также сварочные материалы были каких-то других фирм. Ну, я так просто мельком посмотрел в окно, я спешил. Надо будет на следующей неделе записать полноценный ролик, рассказать. Спасибо за совет. Это вы были на севере. На севере? Да, много раз я был. Дело в том, то, что, как сказать, да, я все севера России объездил. Я же вот получил первое образование, закончил техникум с красным дипломом по профессии техник сварочного производства и сразу же поехал на вахты. Работал я в Магадане, на Камчатке, в Якутии, в Норильске, на Сабете. Где еще? Да, наверное, вот это вот все. Вот все вот севера страны объездил, работал так на протяжении 3 лет сварщиком на трубе. У меня там есть НАКС, 5 разряд и так далее. Все, что про севера, все это я знаю. Привет людям а то мой город рождения, самые счастливые годы жизни в Казахстане, мы оттуда родом. О, Казахстан рулит. Психолог Металли там родился. Круто. Ну, потом мне надоело ездить по северам, когда я испортил свое здоровье, когда испортил я зрение, зубы, да не только зрение, зубы, различные другие болезни, и решил я завязать с вахтами. И поехал я работать в Москву, устраиваться в различные фирмы по продажам сварочного оборудования. И потом началась моя карьера продажника в различных сварочных компаниях, в различных сварочных фирмах. Вот как-то так. А свой путь трудовой я начинал, ну, там, я же сначала на заводе долгое время работал сварщиком на полуавтомате, потом уже севера, а потом уже в Москву переехал. Потом Москва, Питер, ну ладно, потом это уже неинтересно. В общем, много где работал, все, что касается сварки. Как я уже сказал, 13 лет моей жизни. Охренеть. Так, нас смотрят 3 человека. Какие вопросы? Пишите, задавайте, я пока не знаю, про что говорить. Пока немножко волнуюсь, стесняюсь. Хотел бы поинтересоваться насчет электродов всех видов. Окей, электроды всех видов. Ну, а что тут, как сказать, если мы говорим про какие-то бытовые электроды, которые используются в быту, то там всего 2 направления. Это рутиловые и основные. Рутиловые – это у нас МР3, УЗС различные, там тоже большое количество модификаций.
Если мы говорим про основное покрытие, это уоники. Если, ну, также у нас есть ИСАП УК-46, это рутилово-целлюлозное покрытие. Ну, то есть, также есть дополнительные там, не знаю, спецпокрытия. Покрытие, на самом деле, у электродов там около 5 или 6 штук, но если мы говорим про самые-самые распространенные, про самые стандартные задачи, которые есть по сварке, это либо рутиловые, либо основные, либо МР3, либо уоники. Ну, вот я сейчас так очень-очень грубо говорю. Кому-то нравятся уоники, кому-то нравится рутиловый, мне больше они, допустим, нравится. На северах используют только они, только электроды с основным покрытием. Это связано с температурой и с коэффициентом текучести при сварке минусовых температур. Рутиловые, там, кто-то говорит, легче зажигаются, но мне они вообще не нравятся. Мне шлак, допустим, не нравится у рутиловых. В общем, это такая большая-большая тема. Дальше мы будем ждать сравнения цен на сварочное оборудование там и в России. Психолог металле сделаем обязательно. Мне тоже самому интересно. Но больше интересуют электроды по нержавейке. Так, электроды по нержавейке. Ну а что, 307, 308, 309, 306, 317, 318. Вот такой вот там, можно химсостав там у каждого, там какой-то ISO определенный, либо определенная АВС-ка. Ну, то есть электродов по нержавейке, их вот такое вот количество. Тут нужно все электроды по нержавейке, есть стандарты в сварке, есть АВС, это American Welding стандарт, по-моему, как-то так, это АВС-ка. То есть все производители электродов ориентируются на данный стандарт и производят свои виды электродов. Либо ISO, либо какие-то свои, там DIN, допустим, там немецкая аббревиатура стандарт качества по электродам. То есть если мы говорим про нержавейку, тут, опять же, на память это все не помню. Открываем интернет, открываем учебник, открываем справочник. Если мы свариваем нержавейку, там 316-ю, 304-ю, 308-ю, там еще 347-ю, то подбираем сварочные материалы, ну, то есть электроды такой, там по химсоставу АВС, либо ISO, либо DIN должен быть у этого электрода. Дальше заходим в интернет, находим, сравниваем цены производителей. Дело в том, что электроды по нержавейке, на самом деле это высокотехнологичное производство. И если там электроды для черной стали, их, ну, опять же, там, вот как в России, там в России у нас есть 40 заводов по изготовлению электродов и сварочной проволоки, черной именно я имею в виду, для черной стали, для сварки черных стали. И там где-то можно похитрить, где-то можно очень низкое качество сделать, где-то можно вообще какую-нибудь ерунду под видом электродов продавать. Ну, то есть, я думаю, это понятно, о чем я говорю. Но когда мы говорим про спецматериалы, когда мы говорим про нержавейку, про алюминий, про медь, про латунь, вот та же самая нержавейка, там уже нужен серьезный подход, там уже серьезное качество, и так просто подделать, так просто угробить или сделать плохими электроды по нержавейке, ну там, даже если вы сильно постараетесь, вы этого не сделаете, потому что есть своя технология изготовления этих электродов, добавление легирующих элементов в присадочный материал, ну, я имею в виду в обмазку. Ну, то есть тут только вопрос цены. Бренды, естественно, есть похуже, есть получше, но, опять же, все зависит от задачи. Если вы свариваете, там, не знаю, космический корабль, либо там что-то с оборонкой связано, либо там еще с какой-нибудь атомной промышленностью, то, естественно, там электроды по нержавейке, Бёллер, там еще некоторые производители такие мощные, мировые именно, которые по спецматериалам. Если мы говорим про какие-то бытовые изделия, не знаю, бак из нержавейки, либо там какая-то емкость из нержавейки, то можно обыкновенные стандартные электроды по нержавейке там различных китайских производителей использовать, и никаких проблем в этом не будет. Сварка поносила вас, да. Да, поносила, так оно и есть. Психолог ментальный. УОНи, электроды, конечно, классная вещь, когда привыкнешь. Переходить на простые и не хочется. УОНи вообще офигительные электроды. Вот я вот не знаю, как же это было? Это было в Красноярске примерно год назад. Мы были проездом. Меня попросил знакомый приехать к нему что-то помочь. Мы с ним вместе учились в институте по сварке. Я к нему приехал, и он себе купил МРки электроды, и там сварочный аппарат какой-то. Ну, в общем, МРки такая ерунда, мне так не понравилось. Потом он достал УОНи, и УОНи там вообще буквально за 5 минут сварочный шов вот такой вот идеально получился. Ну, потому что я всю жизнь работал на электродах УОНи, естественно, их чувствую, их знаю, и они мне больше нравятся. И
Мне больше нравится, как я говорю, это на вкус и цвет. Тут только нужно пробовать, опять же, все из опыта. Кто-то говорит, наоборот, на ОНе вообще не может работать, ему только МРки подавай. ОК-46, рутилово-целлюлозное покрытие, либо просто МРки. А мне нравится ООНи, основное покрытие. Вот как-то так. Так, ну что, мы уже 30 минут целых, мы молодцы. Я думаю, час, ну как сказать, этот стрим будет где-то около часа, потом я его завершу. Как я уже сказал, чат будет сохранен, запись будет сохранена, можно будет посмотреть когда угодно. И через неделю ровно встречаемся в это же время, в четверг, в 7 часов по московскому времени. И также будем продолжать говорить про сварку и не только. А от вас задавайте вопросы, потому что, как я говорю, я немножко стесняюсь, не знаю, что говорить. Смотрю сам на себя в камеру, пока не понимаю, читаю ваши сообщения. Оттуда информацию беру, почерпываю. Кстати, как меня слышно и видно? Как звук вот сейчас и как качество видео? Это я просто для себя понять. А пока отвечу на вопрос психолога Виталия. Текилу пробовал? Нет, текилу не пробовал. Дело в том, что я не пью. Мы были тут на Кубе, там был офигительный ром, но я не пью. Тут текила в Мексике, естественно, тоже там все в восторге от нее, но я не пью. Я пью максимум там иногда беру себе безалкогольное пивко. Ну хотя нет, почему? Там, не знаю, раз в 2-3 месяца я могу себе позволить бутылку пивка выпить. Я пью там по своим соображениям, мне просто не нравится алкоголь, мне бросил я, наверное, года 2 назад. Мне не приносит удовольствия. Хотя, может быть, как-нибудь тут и попробовал местную текилу. Я не думаю, что у меня нет каких-то там четких там запретов, загонов, зависимости, что я там строго все не пью. Не, я как-то... Мне просто мешает моему физиологическому и психологическому состоянию алкоголь. Поэтому местную текилу я не пробовал. Ну вот 2 недели назад мы были с женой на Кубе, и там я купил сигару кубинскую. И прилетели уже сюда, в Мексику, в Плая-дель-Кар. И тут я попробовал покурить эту сигару. Ну, в общем, мне не понравилось. Сигару купил за 15 где-то евро она или $15, ну такая цена. И как-то, ну, короче, не мое курить сигары, вообще вот не мое. Как-то не получил я удовольствия, кайфа от курения сигар кубинских, которые там, не знаю, как правильно говорится, кубинские сигары, там женщина на своих бедрах крутила, и потом я ее курил. В общем, вот так вот. Дальше. Слышно хорошо, но эхо большое. Наверное, комната пустая, видно хорошо. Психолог Виталий, спасибо большое за то, что видно хорошо. Слышно, это из-за эха. Все правильно говоришь. Что-то буду с этим делать, скорее всего. Сейчас я дверь открою, секундочку, чтобы было поменьше эха. Вот теперь я двери пооткрывал, может даже еще одну дверь открою, чтобы было меньше эха. Так, дальше. Я работаю электродами Арсенал с основным покрытием. Арсенал хорошие электроды, классные. Они, опять же, они очень распространенные. И в России их много продается, в Беларуси их много продается, не знаю, на Украине продаются или нет. В Казахстане их много. Чуть меньше эха. Все, спасибо большое. Теперь буду знать. Теперь я тут дверь открыл в ванной, и надо будет еще в следующий раз. И вот когда через неделю мы тут все вместе соберемся, будем говорить про сварку и не только, я еще открою входную дверь. Вот так вот. Тогда эхо будет совсем меньше. У нас уже 4 человека. Отлично. Было 5. Вот это круто. Я думаю, все больше и больше такие трансляции будут, как сказать, набирать популярность. Количество, не знаю, количество подписчиков, да, просто тем, кому интересно. Я думаю, это хороший опыт. Первый, но интересный опыт такой. Что еще рассказать? Что рассказать? Кофе. Что я имею в виду? Так, а вы пили кумыс? Кумыс я не пил, честно говорю. Сейчас вот отвечу на вопрос психолога в металле. Будут ли сильно дорожать электроды в связи с ростом курса доллара? Конечно же будут. Блин, тут самое печальное, я об этом говорил в самом начале, то что
курс доллара уже сейчас сколько там, 100 рублей. Ну и то там ЦБ РФ, он погоду, естественно, показывает, а настоящий курс, при котором работают компании, при котором работают поставщики, он гораздо-гораздо как бы там на 2-3 рубля выше. И подорожания уже прошли у сварочных компаний, кто занимается сварочными материалами, сварочными электродами, проволокой, оборудованием, масками, да вообще там во всех сферах подорожания уже прошли. И когда подорожание эти закончится, да никто не знает. Естественно, наверное, к сожалению, я думаю, что курс там доллара не опустится уже к 65 рублям, а, я не знаю, если зафиксируется на 90 рублей, будет отлично, будет уже хорошо. А за все эти курсовые разницы, за все эти подорожания, кто будет платить? Да, мы простые потребители, которые это частники, это мастерские, это физические лица, заводы, предприятия. Вот кто будет платить эту разницу, связанную с курсом доллара. Зато слышно вас хорошо. О, все, спасибо, спасибо. Кумыс бомба, скучаем по его вкусу в России. Психолог медали. А я не пробовал. Так, перешел сейчас на китайские электроды, качество, цены оптимальное. Да, опять же, в Китае очень-очень много, большое количество заводов по производству сварочных материалов, там, не знаю, 1000 берем. И, естественно, есть заводы, которые ориентированы на внутренний рынок, потому что в Китае свои ГОСТы, стандарты и так далее. Есть заводы, которые ориентированы на азиатский рынок, там тоже свои нюансы по качеству. А есть сварочные заводы, которые ориентированы на европейский рынок, на американский рынок, на российский рынок, которые работают по АВС, которые работают по ИСО, которые работают по ДИНам, и эти электроды привозят к нам в Россию. Это нормальное, достойное качество. И опять же, не надо забывать то, что если вы думаете, там, не знаю, во всей Европе, во всех штатах куча заводов по изготовлению электродов и сварочной проволоки, но это немножко не так. Есть заводы только по изготовлению спецматериалов, это маленькие ограниченные партии какого-либо материала, а в основном, если мы говорим про черную сталь, про обыкновенную чернуху, про электроды, про такой дешевый сегмент, это все у нас Азия, это все у нас Китай, Индия и так далее, там, где гораздо дешевле условия труда, где гораздо дешевле, там, не знаю, налоги, пошлины, то есть гораздо выгоднее их там производить. Ну, то есть там, не знаю, какой процент мировой сейчас на обум, может, скажу, ну, большой-большой процент мировой производства сварочных электродов, сварочных проволок производится в Азии. Это Китай, Индия, не только еще Китай, Индия и прибрежные страны. Так, тут речь зашла про кумыс. Очень интересно, это тонизирующий молочный напиток. Я только слышал про него, но не пил его. А вот психолог металли пил. Надо тоже попробовать кумыс. В общем, это все разговоры к тому, что когда курс остановится, никто не знает, а цены будут расти, расти и расти. Как-никак мы интегрированы в мировую экономику, и ну, вот хорошо, и зависим от курса доллара, от курса юаня. На самом деле, как сказать, и тут, опять же, нужно понимать немножко такую вот вещь, то, что вот доллар, юань, они как были, так и они и есть. Они как стоили, так они и стоят. Это вот рубль падает. Это вот не нужно думать, то, что рубль, там, доллар растет, юань растет. Нет, они как были, так и есть. А вот платежеспособность рубля, она падает. Вот в этом вот разница. Просто многие, опять же, это путают. Иван Чистюхин. Здравствуйте, Сергей. Подскажите, в чем разница в масках Текман 730 и 930? Разница в цене в 2 раза, характеристики одинаковые. О, вот это вот хороший вопрос. Дело в том, что я занимался масками Текман и про них очень-очень много знаю, и как раз этот бренд я выводил на рынок. Ну что, в чем разница 730 и 930? Во-первых, в размере смотрового окна. Во-вторых, 730 все-таки это классический щиток, то есть у нас поднимается, опускается. 930 это не классический щиток, это у нас также аэродинамика, то есть у нас на 930 пятиточечный механизм, то есть у нас 5 элементов фиксации с головой, а 730 это 4 точки, 4 точки на наголовнике, где наголовник соприкасается с головой. И 930 там все-таки электронная регулировка идет. Если 730 это
механические регулировки. Ну, то есть, грубо говоря, вот здесь вот мы меняем степень затемнения, внутри у нас чувствительность, внутри у нас скорость срабатывания, скорость осветления мы меняем, а 930 это полностью электронный, то есть у нас там блок, у нас там, как сказать, кнопочки есть, и тут есть свои плюсы, свои минусы. Ну и в качестве, опять же, качество именно светофильтра еще большая разница. В 930, на мой взгляд, количество датчиков, кстати, одинаковое, что там 4, что там 4. На мой взгляд, в 930 маске качество светофильтра, порошковой проволокой, проволока Селлер. Селлер знает такую проволоку порошковую, это Индия. Понравилось лучше? Понравилось. Лучше дека, хотя дека омедненная хорошая. Теперь вот психолог Металлик, буквально два слова скажу. Первое, что дека это торговая фирма. Ну, то есть, да, у них есть завод в Санкт-Петербурге, где они сейчас производят полировку, и раньше немножко производили, но все-таки это больше торгаши. Ну, то есть, что я имею в виду? Это на заводе в Китае, на заводах в Китае, они заказывают разную проволоку, упаковка дека, везут в Россию и продают. Плюс в России завод по изготовлению полированной проволоки под брендом именно дека. И дека основная, как сказать, суть этой компании, основная фишка этой компании, это именно полированная и омедненная проволока. Ну, то есть это их конек, на этом они зарабатывают, в этом они профессионалы, у них там большие скидки, так как из-за больших объемов они заказывают, большие объемы, потому что они заказывают в Китае, и пытаются, соответственно, цене к качеству на российском рынке. Теперь про Селлер. Селлер – это бренд индийский. Если дека возит с Китая, то Селлер – это Индия. И Селлер именно позиционирует себя как производитель именно спецматериалов. Объединенка и полировка, у них есть простая черная проволока, но мало. А основной конек – это все-таки спецматериал. Это нержавейка, это различные сплавы, это медь, хром, никель, там, алюминий, это порошковые проволоки, различные модификации. Ну, то есть вот именно в этом они профессионалы, в этом они молодцы, на это у них бизнес как бы заточен. Опять же, мы прекрасно понимаем то, что у каждого производителя есть, допустим, 10 видов проволоки и 8 видов проволоки, на которых они много зарабатывают, где они много вложились, где они, там, не знаю, цена, качество, а есть ассортиментные позиции для того, чтобы просто увеличить ассортимент, где они даже нифига, может, не зарабатывают, но просто спрашивают, и нужно расширить ассортимент. И вот, как сказать, тут, если мы говорим про деку, это все-таки объединенная полированная проволока, и для расширения ассортимента они заводят различные спецматериалы. А если мы говорим про селлер, то у них, наоборот, спецматериалы, и для расширения ассортимента они чуть-чуть, они, по-моему, даже не изготавливают, или, по-моему, чуть-чуть всего изготавливают именно проволоку, объединенку и полировку. Ну, вот как-то так. Так, GMKL, у нас в Казахстане сейчас ночь, 22:40. Понял. В Москве сейчас у меня по компьютеру я просто вижу 19:44, а в Мексике сейчас 11:44. Плайделька. Сергей Фараонов. Сергей, привет из Калининграда. Сергей, приветствую. Калининград, привет, крутой город. Отличный город. Психолог Металлик. Спасибо большое всем. Было интересно и полезно. Побежал поливать огород. У нас тоже жара на Кубани. Короче, везде жара. На Кубани, в Мексике и в Казахстане. Сергей, психолог Металлик, спасибо большое за твои, как сказать, комментарии, вопросы и так далее. Приходи через неделю в это же время, в четверг в 19:00 по Москве, мы снова тут соберемся. Кстати, эта запись останется. Дальше. Пластины защитные Селлер. Ох ты, ничего себе. Селлер ТМС. Сергей, кто из новых производителей сварочных материалов планирует заходить на наш рынок помимо китайцев? Александр из компании Селлер, компания в Тюмени находится. Александр, приветствую. Кто из новых производителей? Азия. Азия, это Вьетнам, это Индия, это Китай. Вот опять же, с кем, не знаю, там 2 недели назад общался с своими знакомыми, со старой работы, с другими работами. Это именно Азия. Индия, Китай, Вьетнам, что-то там еще было, я уже не помню. Иран, кстати. Иран сейчас уже продает сварочные электроды на нашем юге, на Кавказе. Причем успешно продают электроды хорошие. Кстати, Объединенные Арабские Эмираты.
ну вот так вы поняли, о чем я говорю, тоже планируют выходить на российский рынок. Сейчас будет дикая-дикая конкуренция, но не в премиум сегменте, а именно в низком сегменте. Как сказать, в том сегменте, где вот китайские производители, индийские производители, где и остальные и тому подобные. То есть, если раньше в России была очень большая битва премиум сегментов, там Lincoln Electric, Böhler, там какие-нибудь французы, англичане, голландцы, там с Польши что-то возили, хорошие сварочные материалы, с Америки очень много возили. И вот такой высококачественные сварочные материалы. Раньше была битва именно на российском рынке в высококачественном сегменте. То теперь все наоборот. То теперь у нас будет движуха, будет демпинг, будет... Ну тут, опять же, один продает, другой покупает. Нужно выстраивать маркетинг, продажи, склад, цены. Никто сейчас бизнес так не делает, как раньше. Как раньше было, там, не знаю, в 2000-х годах, когда возили из Китая. Привезли чего-то вагон из Китая самого дешевого, быстренько продали, то есть получили сиюминутную выгоду. То теперь такая, и цикл сделки был очень-очень короткий. Там не успел еще товар прийти из Китая, его уже распродали, все, там фирма распалась, преобразовалась, переименовалась, там другой ассортимент начали заказывать. То теперь уже выходят сюда, на российский рынок, те фирмы, те производители, которые рассчитывают работать на российском рынке не полгода, сделать не разовую сделку, заработать там, не знаю, пару тысяч долларов себе на премию, нет. А теперь выходят сюда на российский рынок фирмы, которые планируют тут быть год, 2, 3, 5, 10, 15, 20, и которые выстраивают уже стратегию, и которые прекрасно понимают то, что первое время, возможно, они вообще будут работать в минус, но они будут набирать ассортимент, они будут набирать себе клиентов, они будут создавать имя, создавать бренд, создавать вообще саму движуху, настраивать бизнес-процессы, и, там, изучать и работать именно с дилерами. То есть сейчас будут выходить те фирмы, которые планируют оставаться в России всерьез и надолго, там от 10-15 лет и больше. То есть цикл сделки гораздо-гораздо больше сейчас будет. И, то есть, и также это большие теперь инвестиции. Как я уже говорил, раньше старая схема, бизнес-модель, она уже, ну, в России, по крайней мере, сейчас она уже плохо работает, и люди это прекрасно понимают. Да, там большого ума не надо привезти с Китая 2 контейнера электродов, тут их быстренько продать, а дальше-то что делать? Ну, продал ты. Ну, то есть сейчас будут приходить те бренды, это Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Китай, Индия. С Индии очень много запросов. Вот прям, как я уже говорил, своими знакомыми работал, там не только Seller, не только Альфа Глобал. Ну, Альфа Глобал это просто, как сказать, перекупщик, которая фирма, которая находится в Москве и возит с разных заводов с Индии. А в Индии очень большой рынок сварочных материалов, который ориентирован, опять же, и на местный, на внутренний рынок, и на европейский, на американский. Вот они сейчас плотничком хотят прийти сюда, в Россию, и пока изучают, выстраивают стратегию, делают там бизнес-план там, на многие десятки лет вперед, чтобы сюда прийти, ворваться и так далее. И тут, как сказать, закрепиться в России, в СНГ именно. Так, Селлер, хотел у тебя спросить, Александр, как твои пластины к сварочным маскам? Продаются или нет? Может, нужна какая-то помощь? Напоминаю всем, кто хочет купить стекла защитные, внутренние, внешние для различных сварочных масок, можете обратиться, вот в чате пишет Seller ТМС. Дешевые цены, высокое качество, ассортимент, прайс, я думаю, Александр все отправит, все. Он приставал мне, смотрел, изучал, да, все классно, но просто не моя тематика, мне сейчас этим неинтересно заниматься, и можете написать. Кстати, напиши, может, номер телефона, Александр, чтобы те, кто-то обратился. Это не только к частным лицам, также к компаниям, к сварочным, кто занимается оптовой продажей, обратятся к тебе. Так, 49 минут, отлично. Я думаю, давайте еще минут 10 и будем закругляться. И потом через неделю мы с вами тут вместе опять же соберемся в четверг в 19:00 по московскому времени. Запись чата и данная трансляция, это будет сохранена, и следующая тоже будет сохранена. Нас смотрит 5 человек. Спасибо большое. Уже целых 3 лайка, 3 колокольчика. Или как там? Не колокольчик, не. Колокольчик это что-то другое. Это типа лайки, да, это лайк. Означает такая рука. Интересно, тут видно, нет, как я тут весь вспотел в этой 34 градуса, в этой жаре мексиканской. Ладно, надеюсь, вам не видно. В следующий раз буду по торсу.
Следующая трансляция будет, чтобы было более-менее комфортно и вольготно. Все с себя сниму, буду в трусах сидеть. Ладно, шучу. Ну что, задавайте вопросы. Давайте еще 10 минут с вами пообщаемся на любые темы про сварку и не только. Там у нас немножко стемнело. Тучка, наверное, вышла. Было бы хорошо, если тучка вышла. Хоть немножко, хоть не так жарко будет, как сейчас. А с чего я начал этот разговор там? Эту трансляцию я начал с того, что уже как больше года прошло, как многие европейские, американские, там, японские бренды ушли из России, я имею в виду по сварочному оборудованию, по сварочным материалам, но мы приходим в магазин, мы заходим на сайты, и мы все так же можем купить EVM, Бёллер, Линкольн, 3M, Аптрел, там, да все что угодно, из Америки, все что угодно, из, там, не знаю, из Европы любое оборудование. И получается такой, да, цена как бы стала там выше на самом деле, и получается такой диссонанс. Вроде бы ушли, вроде бы рынок должен быть пустой по сварочному оборудованию, по сварочным материалам, по сварочным маскам. Я имею в виду из американского, европейского, японского сегмента. Ну, что-то так не происходит. Роботы как были, так и есть. Фанук, Кука. Там, не знаю, если вам нужен робот, да, обратитесь к интеграторам, вам поставят спокойно робота. Фанук либо Кука, либо китайец. Но мы сейчас про Китай не говорим. То же самое по сварочному оборудованию. Там у Кемпи новые модели различные вышли. Мы думали, Кемпи ушли. Ну да, Евгений Дмитриевна теперь работает в компании «Вариант А». Теперь у них свой сварочный бренд Каерда. Но сварочное оборудование Кемпи сейчас можно зайти, там, я не знаю, бывшим дистрибьюторам, кто занимался продажами Кемпи, все так же его купить, все так же про EVM, все так же там, не знаю, про Фрониус. Ну, в общем, интересно получается у нас. Диссонанс небольшой. Вроде бы ушли, а вроде бы не ушли. Ну, правда, ценники теперь, конечно же, тем более с этим курсом. Сейчас евро, по-моему, больше 100 рублей, 106 рублей. Я даже не представляю, сколько сейчас стоит там полуавтомат Фрониус там в полном фарше, либо какой-нибудь EVM, там самый-самый топовый. Сейчас, наверное, миллиона по 2 уже, если не больше, с таким курсом. Ну и с такими условиями, которые теперь есть. Кстати, по-моему, самое интересное, что Аптрел, как возили. Ну, кстати, Аптрел, потому что не сама фирма Аптрел у нас, как кстати, неофициальное представительство. Если мы говорим про 3M, про сварочные маски, про корпорацию, и про вообще 3M, это там американская корпорация, у них много заводов, много направлений, там средств СИЗы и не только. И то, что в России там несколько заводов 3M. Ну, то есть официально они ушли, и по идее маски сейчас 3M там не продаются, то Аптрел завозили напрямую в Россию не через там фирму какую-то, aptrailrossiya.ru, допустим, там, или там Aptrail Russian, а там немножко через другую фирму. Ну, то есть это я сейчас говорю к тому, что вроде бы, по-моему, сейчас Aptrail как продавался, так и продается. Ну, то есть там ничего не изменилось. Из Швейцарии как возили, так и возят. В общем, санкции работают. Как возили, так и возят. Фу. Ребята, пишите вопросы, про что рассказать. Я сейчас смотрю в камеру, нифига, у меня уже лицо такое загоревшее. Я уже прям загорел, что надо тут. Скоро еще больше загорю. Я через сколько? Через 2 дня поеду пить айваску на церемонию. Готовились уже целую неделю к этому. Если вы знаете, что это такое, то окей. Если не знаете, то можете загуглить. Также на следующей неделе мы думаем поехать, может, через 2 недельки, наконец-то на пирамиды Чеченица. Там хочу помедитировать, там мы хотим узнать, что это такое, посмотреть как-то с этой культурой, и с индейцами майя более подробно познакомиться. Тут пока ходим по местным достопримечательностям, пока настраиваем там, не знаю, бизнес-процессы, все с жильем разбираемся, с питанием, потому что тут много чего, много своих нюансов, так скажем, в Мексике. Не все так привычно, как нам хотелось бы. Языковой барьер нас тут немножко напрягает. Если до этого мы путешествовали, там, не знаю, на Бали, там где-то в других странах были, мы в США, когда жили, мы всеми говорили по-английски, то тут английский никто не знает, тут все говорят на испанском. И теперь приходится, ну, как сказать, надо учить, короче, испанский.
Я-то думал, в Мексике, ну, там, не знаю, ну, хотя бы, ну, хоть кто-то знает, как говорить по-английски. Нет, тут все на испанском, тут английский вообще никто не понимает. Тут надо учить, короче, испанский. Так, селлер пишет. Пластинозащитный селлер ТМС. Возможно, есть информация, кто в России запускает производство, либо расширяет сварочные материалы. Керамакс, например, открыл недавно вторую линию. Так, про Керамакс слышал. Также Дека в Санкт-Петербурге увеличивает производство полированной проволоки. Что-то постоянно там все растут. Ну, опять же, это не те, ну, как сказать, там, не знаю, не те объемы. Просто сейчас трудно говорить, что такое большой объем, что такое маленький объем. У нас могут быть разные понятия об этом. Кто еще в России может расширяться? Вот я вот только в последнее время слышу, что Дека там что-то расширяется большими, как сказать, шагами. Но опять же, почему-то у них опять полированная эта проволока. Они все с полированной проволокой как-то взаимодействуют, нашли, как сказать, нашли рынок сбыта, отстроили бизнес-процессы. Кто-то еще мне говорил. Вот именно по сварочным материалам. По сварочным материалам. Вот вспомню, напишу тебе в WhatsApp, Александр, сообщение. Вот буквально 2 недели назад мне с ребятами общался, кто-то говорил, что в России что-то там расширяют по производству именно сварочных материалов. Именно отечественных, опять же, это там не то, что привозить там из Китая, перепродавать там и так далее, а именно отечественное. Кстати, что-то очень мало новостей, по крайней мере, до меня, может, доходит про ИСАК в России. Как-то и реклама меньше стала, и что-то дилеры как-то жалуются на ассортимент, и вообще на них ругаются про 2 завода, которые в Тюмени и в Санкт-Петербурге. Что-то вот про них прям мало-мало-мало информации. Как-то они из поля зрения, не знаю, либо из моего информационного поля они просто как-то ушли. Ну что-то про них все меньше и меньше я слышу информации. Если раньше какие-то у них там были проекты, постоянно что-то дилеры про них говорили, какая-то движуха была, то повышение, то понижение, то акции, то условия, то сейчас как-то все меньше, как-то все тише про них. Вообще интересно, они сейчас вообще еще работают или нет. Ну, то, что работают, это да. Ну, как-то размах, как-то потенциал, мне кажется, у них все снижается. И интересно еще позвонить своим коллегам, узнать про Magma-Welt в Санкт-Петербурге, про завод, запустили они его или нет, потому что они тоже такие пиарщики каждые там 3 месяца. Наконец-то мы запустили в Санкт-Петербурге завод по производству сварочной проволоки, порошковой и электродов. И каждые 3 месяца все одно и то же. Наконец-то мы запустили. Вот я хочу просто на самом деле узнать, они реально его запустили или нет, потому что они это уже рассказывают целый год про Турцию. Ну что, ребята, давайте закругляться. Всем спасибо большое, кто смотрел, кто отвечал. Запись останется. Через неделю встречаемся с вами в это же время, в 7 часов по московскому времени. Всем большое спасибо. Кстати, я оставил реквизиты к этому, свою Сбербанк карту, Тинькофф карту, короче, к этому эфиру. Кому было полезно, делайте донаты. Все, всем спасибо большое, всем желаю хорошего дня. Через неделю встречаемся тут с вами. Всем пока, спасибо.